Здравствуйте, зрители моего канала. 30 января 2024 года известному британскому актеру Кристиану Бейлу исполняется 50 лет. То есть он родился 30 января 1974 года. У меня в коллекции достаточно много его фильмов, и сегодня я собираюсь их вам показать. Начать я хочу с двух картин 1987 года. Первый фильм – это фильм «Мио мой Мио». Это советско-норвежско-шведский фильм по одноименной книге Астрид Линдгрен. Режиссером данной картины выступил советский режиссер Владимир Грамматиков. Также в создании фильма принимали участие Норвегия и Швеция, но при этом фильм снимался в первую очередь на английском языке, а главные роли здесь сыграли британские актеры. То есть роль Мио Николас Пикард, роль главного злодея Кристофер Ли сыграл, а также Кристиан Бейл в данной картине сыграл друга главного героя. Мио мой Мио. Картина снималась в нескольких странах, в том числе и в СССР. То есть в детстве Кристиан Бейл побывал в СССР. Идем далее. И в детстве, помимо СССР, Кристиан Бейл побывал и в другом коммунистическом государстве. Фильм «Империя Солнца», фильм «Империя Солнца» Стивена Спилберга. Более известный фильм из ранней карьеры Кристиана Бейла. Здесь он сыграл уже главную роль. Попал в том числе благодаря тому, что тогдашняя жена Стивена Спилберга снималась до этого в одном телефильме вместе с Кристианом Бейлом, и поэтому именно Кристиан Бейл был одним из главных претендентов на данную роль. Видим двухдисковое издание. На первом диске фильм, а на втором дополнительные материалы. Это у нас фильм про военные годы, про события на Восточном фронте Второй мировой войны, то есть Япония, Китай, эти все события. А побывал он в коммунистическом государстве, потому что часть данной картины и происходила, и снималась в Китае, в Шанхае. Такое вот кино. Идем далее. В 90-е годы у него не было таких заметных ролей у Кристиана Бейла, но с приходом 2000-х все изменилось. И следующая картина с Кристианом Бейлом — это фильм «Американский психопат». Тоже достаточно известное кино. Фильмография актера. В данной картине он играет, как видно из названия, психопата, которого зовут Патрик Бейтман. Это достаточно известное кино. Переходим к следующему фильму. И далее у нас картина режиссера Курта Уимера. Фильм «Эквилибриум». Это у нас «Антиутопия». Тоже достаточно культовое кино. Наконец, последнее издание на DVD в сегодняшнем обзоре фильмов с Кристианом Бейлом. Это фильм «Машинист».
Данная картина известна тем, что для нее Кристиану Бейлу пришлось достаточно сильно похудеть. И после этого Кристиан Бейл начал сниматься у Кристофера Нолана. И именно в трилогии про Темного рыцаря, первая часть, Бэтмен начало, и данная картина вышла в 2005 году. Здесь он снялся в роли Бэтмена, в главной роли. После этого еще он снялся в роли Темного рыцаря во второй части, гораздо более известный. Также Кристофер Нолан. Здесь уже видим Джокера. Издание уже двухдисковое. И далее третий фильм «Темный рыцарь. Возрождение легенды» с такой вот лентикулярной обложкой. Здесь уже повторяется изображение. Здесь также двухдисковое издание. А также в 2006 году Кристиан Бейл снялся в картине Кристофера Нолана «Престиж» по книге Кристофера Приста. Его партнерами были Хью Джекман, Майкл Кейн и Скарлетт Йоханссон. Далее режиссер Майкл Манн. И в 2009 году Кристиан Бейл снялся в фильме Майкла Манна «Джонни Д». Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю известного грабителя американского Джонни Диллинджера. И здесь вместе с Кристианом Бейлом снялись Джонни Депп и Марион Котийяр. Далее фильм, за который Кристиан Бейл получил Оскар, а именно Оскар за лучшую роль второго плана, это фильм «Боец» режиссера Дэвида О. Рассела. Вместе с Кристианом Бейлом здесь снялись Эми Адамс и Марк Уолберг. Повторяю, именно за это кино Кристиан Бейл получил Оскар. Далее 2014 год, и Кристиан Бейл снялся у Ридли Скотта в фильме «Исход. Цари и боги». Здесь он снялся в главной роли, а именно в роли Иисуса. В роли Моисея. Снялся в роли Моисея в данном фильме «Исход. Цари и боги». Следующее кино — это фильм Адама Маккея «Игра на понижение».
Это у нас фильм рассказывает про финансовые аферы, мировой экономический кризис. И здесь вместе с Кристианом Бейлом снялись Стив Карелл, Райан Гослинг, Брэд Питт и Марго Робби. И данная картина была удостоена Оскара за лучший адаптированный сценарий. И, наконец, последнее кино и самый последний фильм с Кристианом Бейлом, который у меня есть. Это фильм «Недруги». Такое вот издание в слипе. Под слипом другое изображение. Это вестерн. И присутствует в данном издании такой вот буклет. В данной картине помимо Кристиана Бейла также снялась Розамунда Пайк и актер Уэс Стьюди. И это было последнее кино, которое я хотел вам сегодня показать. Как мы видим, Кристиан Бейл начал сниматься в кино достаточно рано. И также у данного актера есть много наград, в том числе Оскар за лучшую роль мужскую второго плана. А также у него есть 2 золотых глобуса. Такой вот актер. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. И пока.